Автовладельцы делятся на два лагеря. Те, кто прогревает автомобиль, и те, кто не прогревает автомобиль. Давайте разберемся в каждом случае. Когда вы не прогреваете автомобиль, сразу заводите его и едете, вы выбрасываете меньше вредных веществ в атмосферу. Этим же и руководствуются автопроизводители. Это же они пишут в руководстве по эксплуатации автомобиля. Так как по всему миру действуют очень суровые законы по выбросу вредных веществ, автопроизводители должны следовать этим нормативам и, соответственно, рекомендовать водителям не прогревать автомобиль. В то же время производители горюче-смазочных материалов делают свою продукцию таким образом, чтобы она выдерживала серьезные нагрузки. Каждая машина имеет свою холодную программу запуска двигателя. Вы ее заводите и замечаете сразу, что у автомобиля повышенные обороты. Это и есть холодный старт. Дайте машине немножко поработать, обороты слегка опустятся, и вы можете начинать свое движение. Еще один момент про холодный старт двигателя. Когда машина стоит длительное время, все масло стекает вниз в картер. Соответственно, в верхней части совсем не остается масла, остается очень тонкая пленка. Этой пленки недостаточно для того, чтобы смазывались трущиеся детали. Поэтому масляному насосу нужно какое-то время, чтобы он прогнал масло через все трущиеся поверхности. Опционально вы можете установить подогрев руля, кресел. В старших иксах вы также имеете и подогрев локтевых зон, а также имеете более расширенный климат-контроль. И в момент, когда вы будете сидеть в холодном автомобиле, ждать, когда он прогреется, вам будет комфортно сидеть в теплых креслах и держаться за теплый руль. Автомобиль прогрелся, обороты упали до рабочих, можно начинать движение. Сегодня у нас необычный обзор в том плане, что мы не будем рассказывать про сам автомобиль BMW X3, так как обзор на него и на его собрата BMW X4 мы уже делали, ссылка будет на вашем экране, вы можете посмотреть. Сегодня мы хотим проверить работу и показать системы интеллектуального полного привода X-Drive. BMW представила впервые полный привод на своих моделях на третьей серии в кузове E30. Тогда компания просто тестировала сам по себе полный привод. В 1999 году дебютировал X5 с полным приводом, а уже непосредственно сама интеллектуальная система X-Drive, она появилась на X5 во втором поколении в кузове E70. Уже позднее система эволюционировала во внедорожную на последнем поколении X5, X6, X7, где появился пакет X-Off-Road, который имеет 4 режима езды по разным поверхностям. Подробнее об этом мы рассказывали в ролике про BMW X5, когда мы ездили на нем по пескам. В наших руках BMW X3 модификации X-Drive 20i, которые говорят о том, что здесь стоит 2-литровый турбомотор мощностью 184 лошадиных силы. Но на бездорожье главную роль играет не мощность, а крутящий момент, которого здесь благодаря турбине аж 300 ньютон-метров. Благодаря фирменному дизайну BMW, это с длинной колесной базой и короткими свесами, автомобиль обладает прекрасной геометрической проходимостью, благодаря чему он может штурмовать более крутые подъемы. X-Drive — это интеллектуальная система полного привода, что означает, что она думает за вас и работает проактивно. Она перераспределяет крутящий момент как между осями, так и между колесами. Между осями она распределяет крутящий момент при помощи многодискового сцепления, а между сторонами, между колесами она распределяет сзади при помощи дифференциала, а спереди при помощи системы DSC, подтормаживая одно из колес. X-Drive имеет две ориентации: с ориентацией на переднюю ось и с ориентацией на заднюю ось. Машины, которые имеют поперечно расположенный двигатель, имеют X-Drive с ориентацией на переднюю ось. Ну а машины, которые имеют двигатель с продольным расположением, имеют ориентацию на заднюю ось. X-Drive с ориентацией на переднюю ось и X-Drive с ориентацией на заднюю ось отличаются и технически. Машины, которые имеют ориентацию на заднюю ось, имеют раздаточную коробку, и их многодисковое сцепление, которое варьирует крутящий момент между передней и задней осью, работает при помощи электрического привода. А вот у машин, которые имеют поперечно расположенный двигатель и, соответственно, X-Drive с ориентацией на переднюю ось, раздатки не имеют. Они имеют многодисковое сцепление, которое управляется при помощи гидравлики, и оно встроено в задний редуктор. Наш коллега-блогер Диас Валихан, который специализируется на проверке кроссоверов и внедорожников на различных поверхностях, особенно на суровом бездорожье, приглашал нас участвовать в своей битве кроссоверов.
И мы в ней участвовали двумя автомобилями. Один раз мы поехали на BMW X3, а второй раз поехали на BMW X6. Ссылки на эти ролики будут в описании. Особенно интересен будет ролик про BMW X3, так как мы участвовали с сильными конкурентами и заняли там первое место. X3 показал себя с лучшей стороны, преодолев все препятствия. Особенно самое сложное — это диагональное вывешивание, где машина продемонстрировала хорошие ходы подвески, а также оптимальную работу системы X-Drive, без дерганий, плавно преодолев все необходимые препятствия. Чтобы штурмовать любое препятствие, во-первых, нужно не бояться, а во-вторых, есть небольшая хитрость. Нужно, во-первых, режим DSC перевести в режим Traction одним нажатием на кнопку, включить механическую скорость M1 и делать все плавно. Очень важно плавно, потому что с резкими движениями вы рискуете сесть на брюхо, либо зарыться. И не бойтесь, самое главное, делайте все плавно, автомобиль все остальное сделает за вас. Я понимаю, первые минуты будет страшно, но потом вы привыкнете и вам это понравится. Я заезжаю на горку, я чувствую, как колеса начинают слегка пробуксовывать. Местами, где есть вывешенные колеса, автомобиль перекидывает крутящий момент с них. Вот сейчас мы слегка забуксовали. Теперь смотрите, что нужно сделать. Во-первых, не паниковать. Отпускаем педаль тормоза, машина удерживается на склоне и плавно даем газу ей. Сейчас X-Drive поймет, где находится лучшее сцепление под каким колесом, и мы легко поднимемся на горку. Вот и все. Мы сейчас вывесили диагонально автомобиль. Как видите, заднее колесо висит в воздухе и можно разглядеть ход подвески. Для кроссовера подобного класса ход подвески вполне приемлемый и достаточный, учитывая то, что на этой машине еще стоит пакет M-Sport, который опционально занижает подвеску. Сейчас, когда я вернусь за руль, нажму на газ, автомобиль поймет, что у меня заднее правое колесо висит в воздухе и начнет перераспределять крутящий момент на те колеса, которые более нагружены. Если же вам захочется покрутить пончики, то система X-Drive позволяет это сделать путем отключения полностью системы DSC, системы курсовой устойчивости. Вы ее выключаете, включаете первую скорость и обязательно найдите свободное от людей и от автомобилей место и начинаете крутить пончики. Газ в пол. Кстати, таким образом можно научиться дрифтить, то есть пускать машину в управляемый занос. Но зато, когда у вас будет включена система DSC, вы будете строго ехать по кольцу без какого-либо сноса, максимально безопасно и комфортно. Я слышу, как работает система DSC, подтормаживая то одно, то другое колесо. И мне просто нужно контролировать автомобиль в плане направлять его туда, куда мне надо ехать. Я не думаю о том, чтобы подкорректировать в случае заноса задней оси, либо сноса передней оси. Я просто поворачиваю руль туда, куда мне надо ехать, и машина туда едет.
Сегодня мы проверили X-Drive еще в одних условиях и на еще одной поверхности, и вы убедились, насколько эта система хорошо отрабатывает поставленные для нее задачи. Выбирая любой автомобиль BMW с системой полного привода X-Drive, вы получаете систему с таким же функционалом, и вы всегда сможете легко, безопасно и с огромной уверенностью штурмовать абсолютно любые препятствия и абсолютно любые дорожные покрытия. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и напишите в комментариях, по какой поверхности вы бы поехали на X-Drive.